Глава 486. Городская атака. Это нехорошо. Воин из племени медведей города чудес испуганно побежал перед Нангунь-Юнь, старшая сестра Нангунь. Враги полностью окружили нас. Я вижу это. Эта старая леди не слепа. Нангунь-Юнь стояла на высокой горе, и она могла видеть главный лагерь противника на расстоянии. Это было похоже на бесконечное море врагов. Чёрт, они действительно потратили немало времени, чтобы напасть на город чудес. Окружающие горы города чудес были полностью заняты армией 4 городов. Город чудес теперь защищался лишь внутренним кольцом гор. У них не было другого выбора, кроме как отказаться от внешнего кольца, потому что город чудес мог сконденсировать свою власть, только если у них было меньшее кольцо для защиты. Все были полны страха. Что нам теперь делать? Нангунь-Юнь подняла бровь. Как вы думаете, что мы можем сделать? Мы можем только бороться. Это не было ложью, что они не могли противостоять армии 4 больших городов, но город чудес не был мягкой хурмой. Хотя в городе чудес не было защитного городского барьера, было еще несколько сотен зеленых защитников, которые могли образовывать небольшие барьеры. Мэн Цинву собрала все энергетическое оружие Комитета чудотворной торговли и даже вывезла оружие, проданное армией страны Вечного Лета, и собрала его в городе чудес. Было более 500 пушек, более 30 тяжелых пушек и десятки тысяч тяжелого огнестрельного оружия. Полный запас Комитета чудотворной торговли был вывезен, все верноподданные племена, окружавшие город чудес, решили не бунтовать, и 200 тысяч местных жителей привели свои семьи в город чудес. Большая часть их боевой силы была довольно сильной молодежью, которая вызвалась добровольцами, составляя немало защитных сооружений города чудес. Дун Фан Харан был быстро отозван, Арнольд и другие также были отозваны. Даже Мэн Ин и Деларес участвовали в этой битве. Большинство южных летних экспертов также телепортировались, чтобы сражаться. Город чудес собрал все силы, которые они могли собрать. Это была битва, которая решит жизнь и смерть города чудес. Хонг, 2 больших звука пришли с западных горных цепей. Голос 0 донесся с мобильного телефона Нангунь-Юнь. Будьте осторожны, есть враги, пытающиеся атаковать город чудес из-под земли. Поскольку они вышли на наши мины, то были остановлены. Нангунь-Юнь достала карту ситуации противника. Эта карта была куском кожи с изображением для переноса изображения. Второй умный мозг контролировал радар нежити, чтобы сканировать горный хребет чудес с частотой 1 раз в секунду. После того, как информация была обработана центральным умным мозгом, 0 отправлял ее на карты в руки командующих фронтов. Было 2 главных командующих фронта — Нангунь-Юнь на юге и Дун Фан Харан на севере. Каждая линия фронта была разделена на несколько областей, и войска были направлены в каждую из этих областей. Деларес контролировала войска быстрой помощи, в то время как Мэн Ин контролировала дирижабли. Мэн Цинву была в центре и контролировала общую ситуацию. Просто идиоты, ищущие смерть. Нангунь-Юнь ясно видела подземную атаку на карте. Город чудес уже ожидал, что солдаты-пауки будут использовать этот метод, поэтому они установили энергетические мины в земле, разбросав их по всему городу чудес. Когда эти солдаты-пауки приблизились к минному полю, было бы странно, если бы они не взорвались. 0 снова зазвучал. Внимание, вражеская армия приближается, они в основном атакуют с юго-запада. Я уже выпустил блокирующие ракеты и прошу командиров подготовиться к бою. Они, наконец, идут. Поскольку поле битвы было слишком большим, невооруженным глазом не было видно всей ситуации. Нангунь-Юнь несколько раз постучала по карте, и карта внезапно изменилась. Карта сменилась от карты с количеством живых существ до карты с высоты, отправленной из дирижабля «Небесное око». Нангунь-Юнь ясно видела большую группу солдат крылатой расы, приближающихся к ее позиции. Эти парни были по-настоящему хитрыми. Они двигались против горных хребтов, поэтому их нельзя было различить невооруженным глазом. Не было никаких сомнений, что они пытались поймать город чудес врасплох. Нангунь-Юнь холодно рассмеялась. Навести источник энергии на 9 часов, пушки, огонь. 80 больших пушек были направлены на щель между 2 горными вершинами. Хотя ничего не появилось, им было все равно. До тех пор, пока они получают приказы, будут звучать большие взрывы. Когда энергетические пушки стреляли, из-за горы появилось большое облако. Выстрелы пушек изначальной энергии приземлились прямо на него, и крылатая раса была застигнута врасплох. Большая часть из них была мгновенно убита, что привело к нескольким сотням жертв. Нангунь-Юнь разразилась смехом. Эти проклятые птицы не знают, как оставаться в своих птичьих гнездах, они действительно пришли искать смерти с этими зелеными лягушками. Мы дадим вам увидеть мощь города чудес. Пушки, штурмовые винтовки, арбалеты и переносные пушки. Усовершенствованное энергетическое оружие Комитета чудотворной торговли начало показывать свои эффекты с арбалетами и оружием местных жителей.
Различные виды световых выстрелов были выпущены, и этот великолепный свет был ослепительным, выпуская все виды ужасающих и оглушительных взрывов. Крылатая раса ловко двигалась по небу, в конце концов, это были элитные войска лесного города. У каждого солдата крылатой расы был солдат, отобранный из 100, они двигались слишком быстро. Атаки города чудес попадали в пустой воздух, а различные лопасти ветра и пламени били по обороне города чудес. Зеленые защитники открыли свое оружие и создали защитные барьеры, не позволяющие крылатой расе нанести ущерб оборонительной линии. В это время большая группа зеленых великанов напала на холмы, как гигантские орангутаны. Они казались людьми из металла, и их тело могли столкнуться с пулями штормовой винтовки. Рыцари-орки сформировали бесчисленные потоки, когда они ворвались в долину по земле. Обе стороны мгновенно вступили в жестокую битву. Као наблюдал издалека и не мог удержаться от шока. Он был полон радости, что они не напали на город чудес в одиночку. В противном случае силой города боевых знамен, даже если бы они вывели всю свою армию, они не смогли бы захватить город чудес. И даже если бы они захватили город чудес, армия города боевых знамен была бы полностью уничтожена. Прибыль не превышала потери. Это было так, как сказал Кена. Они бы просто подготовили все для других сил. Спектакль города чудес оказался слишком неожиданным. Город чудес не имел масштабного городского защитного барьера. Горные хребты вокруг города чудес не формировали естественную защиту, а даже препятствовали их контратаке. Город чудес был обычным лесным городом, его территория была слишком большой, поэтому эта битва была не просто обычной оборонительной битвой. Защитникам нужно было охранять большую площадь, заполненную дырами. Злоумышленники могли использовать любую возможность, прорываясь туда, где защита была слабой. Город чудес был в невыгодном положении уже в начале боя. Что касается численности армии, в городе чудес была только группа самоучек, несколько десятков тысяч вновь завербованных солдат, армия карликов Зеленого города и, наконец, местные добровольцы. Эта группа смешанных войск была очень несогласованной, поэтому они не были сильными. Армия 4 городов была другой. Главными силами этой армии были все элиты из разных городов, они не были войсками, с которыми мог сравниться город чудес. При таком сравнении с точки зрения местности и войск города чудес было бы трудно защититься от диких атак армии коалиции. Но энергетическое оружие восполнило большой разрыв в боевой силе, динамическая интеллектуальная система города восполнила дыры в обороне города. Именно из-за этого город чудес заблокировал атаку армии 4 городов или, по крайней мере, первую волну атак. Као атаковал в течение часа и все еще не мог сломить защиту города чудес. Командование армии 4 городов уже находилось в хаосе, и боевые действия в таком темпе принесут больше потерь, чем прибыли, поэтому они все отступили. Это была действительно кровавая битва, крылатая раса потеряла 20 тысяч человек, зеленые великаны потеряли 15 тысяч человек, пауки потеряли 30 тысяч человек, а кавалерия орков потеряла 25 тысяч человек, они пострадали в общей сложности на 90 тысяч, лицо Као побледнело. Хотя потери города чудес были немалы, эта степень потерь уже превзошла их оценки. Лидер крылатой расы пожаловался Као, городской лорд Као, город чудес намного сильнее, чем мы ожидали. Наша крылатая раса уже понесла 20 тысяч жертв, но мы еще не сломили оборону противника. Бьюсь об заклад, жертвы города чудес не больше, чем у нас. Ты сомневаешься в способностях этого городского лорда? Холодно фыркнул Као. Город чудес явно обладает неизвестной способностью обнаружения. Пока мы сражались, я послал более 10 отрядов из засады, но где бы они ни пытались проникнуть, город чудес их останавливал. Что касается силы их оружия, вы уже должны были знать, насколько они сильны. Это «просто скажи нам, что мы должны делать». Лидер зеленых великанов отрезал их. Наши потери серьезны, мы не можем позволить нашим членам клана истекать кровью ни за что. Город чудес должен пасть. Не беспокойтесь. Городской лорд Као сел и сказал с решительным взглядом: сегодняшняя битва не была гладкой, но потери города чудес могут быть больше, чем у нас. Они использовали немало своего оружия, и они чрезвычайно зависят от своего оружия. Нам просто нужно набрать большое количество воинов лесных племен и собрать миллионы мастеров, атакующих со всех сторон. Они привлекут часть огневой мощи и уменьшат давление на нас, чтобы мы могли одним махом пробиться через город чудес. Все кивнули, это было разумно, они будут использовать этот метод, когда они сражались до конца, хотя армия 4 городов впала в хаос, огневая мощь города чудес была явно слабее. Не было никаких сомнений в том, что для города чудес этот интенсивный бой был очень напряженным и потребил большое количество их боевой силы. Когда Нангунь Юнь вернулась в форт лорда, она была полностью обожжена черным, а ее одежда выглядела полностью растрепанной. Сегодня на поле битвы регион, за который она отвечала, подвергся яростному нападению. Нангунь Юнь все еще был сумасшедший.
Хотя у другой стороны были эксперты, подобные облакам, она бросилась на линию фронта, не заботясь о собственной безопасности. Если бы не ее звездное бессмертное тело и ее великое писание Нирваны, которое спасло ей жизнь, она бы умерла уже 10 раз. Когда Дун Фан Харан и другие вернулись, все они были покрыты ранами. Ситуация была очень плохой. Каждый начал сообщать о своей ситуации один за другим. Хотя они удержали оборонительные линии, они заплатили большую цену, Деларес сказала с поднятыми бровями. Есть несколько минных полей, которые почти находятся вне шахт. Если мы снова начнем сражаться, возможно, оборонительные линии не смогут остановить армию пауков противника. Если бы они не смогли остановить паучью армию, последствия были бы серьезными. Эти парни могут атаковать центр города чудес из-под земли. В решающий момент в сегодняшней битве у меня было несколько небесных карателей, чтобы повернуть битву вспять. В конце концов, как только половина бомб была сброшена, 5-6 из этих людей-птиц нашли наше положение в воздухе. Мэнин с возмущением сказала: «Все эти люди-птицы, по крайней мере, в царстве Небесного Духа, они слишком быстро контратаковали, и дирижабли не могли спастись, и небесное наказание было уничтожено». У меня тоже. Нангунь Юнь ударила кулаком по столу. Они уничтожили более 60% пушек. Возможно, нам не хватит огневой мощи в следующей битве. Старшая сестра Цинву, у нас еще есть пушки. Дайте мне еще 100 из них. У нас ничего не осталось. Мэн Цинву также не нашла решения. Она со вздохом покачала головой. Даже запасы пушек в великой летней стране были отправлены. Мы использовали всю свою силу в этой битве, другого пути нет. Все смотрели друг на друга в полном смятении. Что они должны делать сейчас? Линия обороны города чудес не была пробита, но их оборонительная мощь была значительно уменьшена. Вторая атака армии 4 городов определенно будет более интенсивной. Нынешний город чудес не сможет остановить эту атаку. Глава 487. Зарождение. Дирижабль «Небесное око» наблюдал за всей областью. Никто не мог спрятаться от обнаружения радара. Независимо от того, насколько быстрой была армия КО, они не могли избежать хватки Мэн Цинву. Теперь армия КО претерпела серьезные изменения в формировании, и они, казалось, готовились к атаке снова. Это означало, что следующая битва будет еще более ожесточенной. Самым большим недостатком города чудес было отсутствие защитного барьера города, а их наибольшим преимуществом было оружие изначальной энергии. КО явно хотел расширить свою линию, чтобы рассредоточить огневую мощь города чудес, чтобы его основным силам было легче войти в город. Похоже, он был довольно хорош в планировании. 0. Проанализируй ситуацию. Да, вице-лорд. Голос 0 прозвучал в динамике, прежде чем он замолчал в течение нескольких секунд. Скорее всего, он проводил какие-то большие вычисления. Результаты данных, отправленных вторым чудом, таковы. Количество врагов выросло с 800 тысяч до 900 тысяч, и оно продолжает расти. Распределение врага — это Южный район 1 — 50 тысяч, Южный район 2 — 80 тысяч, Южный район 3. Из их нынешнего движения большая часть жизненной энергии идет с юга, но они слабы, так что это всего лишь отвлекающий маневр. С запада поступают сильные сигналы, и хотя их не так много, как на юге, это должны быть главные силы противника. Я предлагаю разместить тяжелое оружие на западе и заблокировать юг наземными войсками и оружием изначальной энергии. Самая серьезная потеря от сегодняшней атаки была южной линией обороны. Главный штаб КО был на юге. Согласно здравому смыслу, это должно быть центром атаки. Распределение армии КО теперь, казалось, было изменено. Они направили более слабую армию в этом направлении, и хотя их было много, они были довольно слабыми. Основные силы армии 4 городов атаковали с запада. Они пытались застать город чудес врасплох, с системой оповещения второго мозга такого никогда не случится. После того, как Мэн Цинву поняла общую ситуацию, она не смогла с оптимизмом спросить: «Можешь ли ты проанализировать показатель успешности следующей защиты на основе текущей ситуации с оружием и армией?» 0 молчал несколько секунд, прежде чем сказать: «Прошу прощения, вице-лорд». Поскольку поле битвы слишком велико и слишком много переменных, добавив, что у нас мало информации о противнике, я не могу дать точный анализ. Но, основываясь на расплывчатых вычислениях, я считаю, что процент успеха менее 30%. Меньше 30%. На этот раз не только Мэн Цинву нахмурила брови, все остальные также чувствовали, что это серьезно. Где находится городской лорд в это время? Дун Фан Харан был немного смущен. В этот критический момент разве не пришло время Чутяню появиться? У него должен быть способ. Мэн Цинву разозлилась, когда подумала о Чутянь. Этот ублюдок повел Вивиан в Вечный лес,
и в итоге не было ожидаемых результатов, и даже Вивиан осталась там. Все было бы хорошо, если бы он смог придумать другой путь. Но кто бы мог подумать, что после того, как Чутянь вернется, он запрется в саду, словно чем-то одержимый. Город чудес не может быть удержан, независимо ни от чего, мы должны вытащить его, чтобы придумать новый план. Просто подождите, я ему позвоню. Мэн Ин позвонила на номер Чутяня. Когда она была готова злобно сделать выговор Чутяню, кто бы мог подумать, что прежде чем она заговорит, Чутянь скажет несколько слов. «Что ты сказал?» «Хорошо. Просто подожди немного». Мэн Ин убрала сотовый телефон и странно посмотрел на остальных. Чутянь зовет всех нас в сад. Город чудес был на грани смерти, и Чутянь хотел, чтобы они пошли в сады. Мэн Ин объяснила. Чутянь сказал, что проблема города скоро будет легко решена. Решение в садах, и он хочет, чтобы мы быстро отправились на помощь. Нангунь Юнь крикнула: «А как же город чудес? Что если враги снова придут?» Дунфан Харан взял на себя инициативу как добровольца. Я и другие великие летние маркизы обладаем достаточным знанием оружия изначальной энергии, чтобы удержать линию на данный момент. Поскольку городской лорд уверен в решении этой проблемы, вы все должны пойти и посмотреть. Они могли сделать только это, нормальный человек не мог понять мысли Чутяня, но они доверяли Чутяню и надеялись, что он сможет сделать что-то удивительное. Поэтому они передали линию обороны Дунфану Харану и великим летним маркизам, после чего бросились в чудесные сады. Массив Чутяня также имел функцию камуфляжа, поэтому люди, стоящие снаружи, не могли ясно видеть ситуацию внутри барьера. Когда они вошли в барьер, это было похоже на прибытие в другой мир. Духовная энергия в саду была полностью запечатана, это было место, наполненное энергией. Оно было покрыто несравненно богатой жизненной энергией, а весь сад был покрыт слоем слабого зеленого света. Каждое дыхание заставляло чистую жизненную энергию проникать в тело. Жизненная энергия здесь была сильной и чистой, как гигантское энергетическое поле. Даже если бы кто-то порезался, ужасающая жизненная энергия привела бы к быстрому заживлению раны. Чутянь стоял рядом с шестиконечной решеткой. Эта примитивная космическая конструкция, собирающая ауру, была активна в течение нескольких дней и действовала как пресс. Он выжимал примитивную космическую ауру из пространств и собирал ауру как минимум из более чем 100 пространств. Несколько десятков энергетических колонн были полностью израсходованы. Эти энергетические колонны были произведены из нового очищенного материала из города Олдмана. У него было достаточно энергии, чтобы поддерживать энергопотребление всего города чудес в течение нескольких месяцев, но он был исчерпан всего за несколько дней. Почти готово. Это скоро закончится. Сестры, добавьте больше силы. Лулу в течение нескольких дней возглавляла сражение более сотни цветочных фей, и теперь они выглядели очень измотанными, но были странно взволнованы и обрадованы. В центре цветочных фей было что-то, плавающее в воздухе. Это было что-то размером с бусинку, она была кристально чистой, из нее исходил изумрудный свет. Энергия внутри всего сада была освобождена из этой мелочи. Что это? Нангунь Юнь посмотрела на светящуюся вещь широко раскрытыми глазами. Что-то, что может выпустить такую интенсивную жизненную энергию, возможно, это божественный объект. Почему я не знала, что в городе чудес есть нечто подобное? Мэн Цинву на мгновение нахмурила брови, чтобы посмотреть на нее, прежде чем она получила память из своей небесной книги «Семя древа жизни». Это полностью активированное семя древа жизни. Трианты и цветочные феи поручили Чутяню разбудить семя, но его обычно охраняли цветочные феи, поэтому Мэн Цинву никогда не видела его раньше. Причина, по которой Мэн Цинву могла его распознать, заключалась в эффектах ее особого исходного духа. Дух Мэн Цинву имел в себе много древних воспоминаний, и пока она встречала соответствующий предмет, память пробуждалась. Мэн Цинву, наконец, поняла, что Чутянь хотел сделать. «Юная мисс Ин, Нангунь, на что вы смотрите?» Чутянь втянул всех в массив. Семя древа жизни уже пробудилось, сейчас самое подходящее время для его прорастания. Нам нужно запечатать энергию для цветочных фей, чтобы энергия могла полностью проявить свой эффект. Прорастание этого семени одним махом определит успех или неудачу города чудес. Быстро подойдите. Не было времени для объяснений. Эти люди начали изливать духовную энергию в энергетический массив вместе с Чутянем, мгновенно выпуская энергетическое покрытие. После того, как энергия, впрыснутая в семя цветочными феями, отскочила назад, а она попадала в барьер, и ее можно было использовать снова. Более 100 цветочных фей работали вместе, чтобы послать всю свою энергию. Семя древа жизни становилось все сильнее и сильнее, и свет становился все ярче и ярче. Жизненная энергия, которую он выпускал, стала намного сильнее, но этот взрыв энергии не смог сломать маленький барьер Чутяня и был полностью запечатан.
Вскоре он стал зеленым стеклянным шариком, наполненным зеленым светом. Чутянь, Мэн Цинву, Мэн Инн и Нангунь Юнь были погружены в древнюю жизненную энергию. Хотя концентрация энергии была очень высокой, эта энергия не оказывала вредного воздействия на организм человека. Если бы она была поглощена человеческим телом, это повлияло бы на их культивирование. В конце концов, это было древнее древо жизни, это семя можно даже назвать божественным объектом. Чутянь чувствовал, как его духовная энергия увеличивается. Окружающая энергия была настолько богата, и если бы он все это впитал, этого было бы достаточно, чтобы увеличить его совершенствование на несколько уровней. Но Чутянь быстро подавил эту идею. Если его совершенствование внезапно прорвалось бы на несколько царств, это было бы определенно привлекательно, но эта энергия была ключом к выращиванию древа жизни, и ее поглощение повлияет на прорастание семени. Культивация может быть увеличена в любое время, но у дерева жизни не было бы другого шанса. В этот ответственный момент время текло очень медленно. И в это время раздавались звуки убийства из-за пределов города чудес. Армия Као снова начала дикую бурю атак на город чудес. Оборонительная огневая мощь города чудес была явно намного слабее, а основные силы армии Као не только сохранили свою боевую мощь, они даже собрали много крупных лесных племен. Они атаковали волнами, и город чудес был похож на маленькую лодку, борющуюся среди волн. Город чудес не может продержаться дольше. Убить их. Нам нужно прорубить путь в город. Моральный дух армии 4 городов вырос, а защита города чудес продолжала падать. Као показал холодную улыбку. Он знал, что в этой битве не осталось никаких переменных, город был обречен превратиться в пепел. Он подал сигнал рукой Кена, возглавляющему группу экспертов рядом с ним. Позже, когда они ворвутся в город чудес, они захватят высокопоставленных членов города и исследователей. Что касается сокровищ и ресурсов, он позволил бы этим безмозглым парням взять их. Когда Као был полон желанных мыслей, случилось нечто неожиданное. Из центра города чудес были сильные колебания энергии, которые в мгновение ока распространялись на сотни миль, как будто земля дышала. Небо и облако начали меняться, и разразился гром. Хонг, несколько дюжин молний упали. Они разбились в центре города чудес. Вторая волна, третья волна, четвертая волна. Всего 9 волн молниеносной скорби. Мощь последней волны была выпущена из центра города чудес, мгновенно охватив окрестности в 1000 миль. Насколько сильна была эта сила? Лес, который был сожжен в бою, сразу же снова расцвел, наполнившись новыми побегами. Раны на солдатах были мгновенно восстановлены, и всем казалось, что они купаются в весеннем бризе. Эта большая волна энергии, которая затронула эту большую область, превзошла понимание нормального человека. Неважно, кто это видел, их мысли опустели. Была только одна мысль. Духовное божество появилось. Правильно, только у духовного божества будет такая аура. Будь то темный дракон, спящий на груди бесчисленных сокровищ во дворце дракона в драконьем хребте, или титан, покрытый молнией на вершине дворца гигантов, или правитель, спящий глубоко под землей, который наблюдал за дикими горами, или великие персонажи Западного моря, весь лес хаоса был предупрежден этим. После Великой Древней Эры, когда еще появлялась такая сила? Глава 488. Переполох в Вечном лесу. Тысячелетний мир Вечного леса был полностью нарушен. Эльфы, которые пели 1000 лет, наконец, остановились, и миллионы эльфов прекратили свои художественные проекты. Они оставили свои маленькие домики на деревьях и собрались под дворцом короля эльфов. Они были плотно собраны, как волна, и каждый ждал, когда будут объявлены новости. Эльфийский король срочно собрал совет эльфов. Будь то элегантный и нежный эльфийский король или суровый и упрямый Агаста, все они имели серьезные выражения на лицах. В этом нет необходимости сомневаться, это сила древа жизни. Не было никакой разницы между древним древом жизни и древними богами. После того, как Великая Древняя Эра закончилась, эти божественные вещи не могли существовать в мире. Хотя эльфы, трианты и цветочные феи десятки тысяч лет делали все возможное, чтобы прорасти семя древа жизни, надежды никогда не было. Кто бы мог подумать, что когда появится древнее древо жизни, оно будет иметь очень большое значение для эльфов. Легенды гласят, что лесные эльфы родились с мудростью в убежище древнего древа жизни, существующего до сих пор с Великой Древней эпохи. Древнее древо жизни было не просто предком эльфов, оно было источником эльфийской цивилизации, а также источником силы эльфийской расы. Древнее древо жизни имело для эльфов очень большое значение. Когда трианты и цветочные феи решили поверить в Чутяня, кажется, что это решение было правильным. Вице-спикер Совета эльфов Улис выглядел радостно и возбужденно. Это определенно шедевр Чутяня. Это действительно невероятно, он действительно сделал это. Длинные седые волосы Агаста несколько раз дрожали. Это сделал этот паршивец. Каким божественным объектом было древнее древо жизни?
Скромный и презренный человек со своими небольшими знаниями, как он мог пробудить этот божественный объект, эльфийский король Ланселот сказал: «Независимо от того, почему появилось древнее древо жизни, я верю, что это было устроено судьбой. Это хорошее предзнаменование размером с небеса. Мой клан, несомненно, снова возродится». Только с рождением древнего древа жизни весь лес должен был быть потрясен. Эти ребята, должно быть, почувствовали это, поэтому мы должны лично отправиться охранять древнее древо жизни. Его Величество прав. Сказал Улис голосом одобрения. Древнее древо жизни появилось в городе чудес, и город чудес на грани разрушения. Мы не можем просто сидеть здесь и игнорировать это. Это. Агаста все еще был упрямым, как камень. Вечный лес не может участвовать ни в каком конфликте. Это учение, передаваемое эльфийской расой в течение десятков тысяч лет. Неужели мы откажемся от учений расы лесных эльфов? На этот раз стало ясно, что эльфийский король Ланселот не собирается идти ни на какие уступки с Агаста. Эльфийские уставы были установлены предками, и они сделали это, чтобы регулировать жизнь эльфов. Нынешняя эпоха отличается. Отчаянно цепляясь за старые пути, мы лишь ограничим нашу расу. Древнее древо жизни — это вера лесных эльфов, мы не можем потерять нашу веру. Это верно. Фракция эльфийского короля встала. Эти люди увидели хороший шанс за 1000 лет. Эльфийский устав и правила связывают эльфов на протяжении десятков тысяч лет. Если бы они воспользовались этой возможностью, чтобы сломить их, у эльфов был бы шанс подняться. Нет, это идет вразрез с эльфийскими законами. Агаста оказался перед дилеммой. Этот вопрос слишком важен, мы должны правильно обсудить это. В конце концов, чтобы пересмотреть книгу законов, этот вопрос должен пройти через парламент. Нет времени, сэр. Улис поднялся с серьезным выражением. Каждая минута, которую мы теряем сейчас, это минута, когда город чудес приближается к разрушению. Возможно, потому что мы опоздаем на минуту, древнее древо жизни будет уничтожено. Возможно, из-за того, что мы опоздаем на один шаг, эльфийская раса будет наполнена сожалением, и мы будем осуждены на протяжении веков. Сэр, вы хотите, чтобы вас отбросили поколения будущих эльфов? Это верно. Господин спикер, мы должны сделать наш ход. Древнее древо жизни отличается. Мы просто напишем книгу законов, я думаю, что наши предки поймут. На этот раз выступили не только эльфийские реформисты, но даже члены традиционного эльфийского совета поддержали принятие мер. У совета эльфов был редкий момент единства, но Агаста все еще оставался спикером. Если он не кивнет в согласии, совет эльфов не сможет принять решение. Господин спикер всегда говорил, что эльфы были демократической расой, и каждый эльф имеет право принимать решения. Давайте посмотрим на желания людей. Эльфийский король не дал Агасту времени колебаться. В лесу миллионы эльфов смотрели в надежде. В это время эльфийский король появился на балконе, и его голос распространился по всему вечному лесу. Хотя это было негромко, в его голосе, казалось, было что-то невидимое, что ясно донесло его слова до ушей каждого эльфа. «Я хочу, чтобы все узнали о хороших новостях, древнее древо жизни возродилось». Когда он сказал это, эльфы все разразились в волнениях. Древнее древо жизни является источником и происхождением лесных эльфов, оно обладает даже большей силой, чем вечный колодец. Эльфы под древним древом жизни станут еще сильнее. Эльфы были полностью взволнованы, радостно обнимая друг друга и подбадривая. Это был исторический момент для эльфов. Однако в настоящее время древо жизни находится в опасности и может быть уничтожено в любой момент. Эльфийский король сделал паузу, и весь лес наполнился хаосом. Эльфы были полны беспокойства за древо жизни. У нас есть два выбора. Первое — остаться в лесу по древним правилам. Мы можем избежать конфликтов и будем поддерживать мирную жизнь, но древо жизни будет разрушено и украдено. Второе — изменить устав и покинуть лес, чтобы охранять древо жизни, тем самым охраняя веру эльфов. Мы пойдем и создадим лучшую эпоху и будущее для эльфов. Тем не менее, мы будем вовлечены в пламя войны, будет кровопролитие, жертвы, смерть и даже больше рисков. Теперь решение зависит только от вас. Когда голос эльфийского короля упал: «Защитим древо жизни», весь вечный лес разразился волной голосов. Каждый эльф громко выражал свои пожелания, каждый эльф был полон страсти. Эльфийский король обернулся. «Спикер, я думаю, что как глава Совета эльфов и твердый защитник эльфийской демократии, вы должны принять свое решение». Такое решение, я не знаю, правильно это или неправильно. Лицо Агасты несколько раз дернулось, прежде чем беспомощно принять решение. Он понимал, что древнее древо жизни может дать эльфам более сильную силу, но оно также может создать могущественных врагов для эльфов, что приведет к беспрецедентному спору с вечным лесом.
Эльфы от природы не любили конфликты. Будет ли это решение правильным или неправильным? Будет ли это благословением или бедствием? Сначала мы защитим древнее древо жизни, а потом обсудим все остальное. Хорошо. Тогда решено. После того, как спикер согласился, этот вопрос был решен. Эльфийский совет объявил эту новость, и Вечный лес снова затрясся. Каждый эльф вернулся в свой дом и достал свои пыльные луки и мечи, которые они не использовали много лет. Все они вышли из леса, чтобы спасти город чудес. Чего вы все так взволновались? Агаста увидел, как эльфы безрассудно кричали, и это просто уничтожило их грациозный и цивилизованный облик. Хотя эльфы Вечного леса сильны, мы слишком далеко от города чудес. Мы не сможем достичь их вовремя. Эльфийский король подумал об этом. «Иди, приведи Вивиан». Вивиан была под домашним арестом в течение многих дней, но ее гнев был сметен, и она была наполнена духом. Ее лицо было наполнено радостью, и она чуть не подпрыгнула. «Королевский отец, ты видел это?» Старший брат Чутянь сделал это, он действительно сделал это. Он благодетель эльфов, я сказала, что он, безусловно, сможет это сделать. Давай не будем сейчас говорить об этом. Эльфийский король покачал головой. Город чудес находится на грани разрушения, мы должны пойти и спасти их. Сколько у тебя есть свитков? Вивиан сомкнула брови. Этот свиток сделан из фрагментов эко-звезды, в городе чудес их не было много. Я принесла только один с собой. Один. У меня есть другой метод. Вивиан вынула око звезды из своего кармана для хранения. Хотя я не знаю, как сделать транспортные свитки, я могу сделать транспортную башню. Старший брат Чутянь дал мне это око звезды для совершенствования, и теперь я могу просто использовать его, чтобы построить транспортную башню в Вечном лесу, чтобы каждый мог отправиться в город чудес. Как много времени это займет? По крайней мере, 3 дня. Нет, 3 дня — это слишком долго. Эльфийский король взял у Вивиан транспортный свиток. Поскольку это так, я пойду первым. Глаза Вивиан мгновенно загорелись. Королевский отец лично едет в город чудес? Замечательно. Если королевский отец лично сделает ход, нет необходимости бояться этих идиотских войск. Агаста немного волновался. Ваше Величество, верховный лидер эльфийской расы, лидер Вечного леса. Если вы лично примете участие, возможно, это предупредит город драконов, город титанов и город зверей. Эльфы не готовы вступать с ними в прямой конфликт. Вечный лес не участвовал ни в каких сражениях в течение 1000 лет. Там должно быть постепенное продвижение к этому. Мы и так должны вступить в войну, так зачем колебаться? Спикеру не нужно беспокоиться. Эльфийский король щелкнул пальцем, и свиток начал высвобождать пространственную энергию. Вивиан, вопрос о строительстве транспортной башни в Вечном лесу будет доверен тебе. Королевский отец, будь уверен. Было неизвестно, насколько счастливой была Вивиан. То, что произошло с эльфами сегодня, стало историческим событием, и Вивиан была еще более счастливой, так это потому, что ей было доверено построить транспортную башню в Вечном лесу. Ей не нужно было разрешение от старшей сестры Цинву или старшего брата Чутеня. В конце концов, это случилось внезапно. Вивиан также была немного эгоистична, она надеялась, что Вечный лес сможет становиться все лучше и лучше. После того, как эта транспортная башня будет построена, было трудно оценить, какое влияние она окажет на Вечный лес. Вечному лесу суждено было быть тесно связанным с городом чудес, жизнь эльфов станет только лучше. Глава 489. Битва. Небесное и земное явление Древа Жизни остановило армию Союза, но под сильным командованием Као армия быстро оправилась и снова начала атаковать. Ситуация в городе чудес внезапно стала очень опасной. Солдаты-пауки уже вырыли каналы под городом чудес и начали атаковать город изнутри. Солдаты крылатой расы уже прорвали наши линии обороны и подавляют город сверху. Зеленые великаны и кавалерия орков быстро входят в город. Защита города уже рухнула. Эти новости наполнили Као волнением. Даже если город чудес стал сильнее за последний месяц или 2, их фона все еще не было достаточно. Независимо от того, как они боролись, они не могли блокировать элиты 4 городов вместе взятых. С самого начала не было возможности провала, это была только проблема времени. Теперь окружающая горная цепь была потеряна, и большая часть энергетического оружия истощилась, заставляя их потерять способность сопротивляться. Раса пауков уже вырыла каналы под городом чудес во многих местах, застигнув их солдат врасплох внутренними атаками. Крылатая раса была как ветер, обладая сильным воздушным превосходством и гибкостью. В настоящее время они подавляют войска города, и в оборонительной линии появляется все больше и больше дыр.
В заключение, солдаты зеленых гигантов и кавалерия орков прорубили свой путь в город. Мощные тела зеленых гигантов могли игнорировать атаки оружия изначальной энергии. А быстрая и разрушительная кавалерия орков прорезала оборонительную линию как нож. Оборонительное превосходство тяжелого оружия города было утрачено, и они могли сражаться только с близкого расстояния. Берсерки привели новобранцев для блокирования зеленых великанов и кавалерии орков, в то время как карлики использовали стрелы и различные техники, чтобы блокировать воздушные атаки крылатой расы. Воины больших племен не могли сражаться с армиями городов, поэтому они в основном отвечали за закупорку ям и блокирование солдат племени в армии Као. Хотя обе стороны были запутаны, от пушек изначальной энергии было мало пользы, но в городе чудес все еще было более 100 тысяч пушек изначальной энергии. Это может восполнить недостаток боевой мощи и может временно остановить ожесточенную атаку 4 городов. Као посмотрел на город чудес. Начинаем. Когда Као, Кена и несколько экспертов Царства Истинного Духа из города боевых знамен прорубили свой путь в город чудес, их обнаружил отряд берсерков, который сразу же атаковал их штормовыми винтовками. Энергоемкость плотного количества пуль была довольно высокой. Если эксперт Истинного Духа будет атакован несколькими штормовыми винтовками, будучи застигнутым врасплох, они, несомненно, будут ранены ими. Ты ищешь смерти. Као махнул рукой, и берсерки получили тяжелые ранения, отправившись в полет. У каждого человека было несколько водяных драконов, обвивавших их головы и 4 конечности в 5 разных направлениях, и они получили страшную смерть. Хотя штормовые винтовки не были слабыми, убить экспертов преобразования души было нелегко. Као схватил шею воина-берсерка и притянул его к себе. «Где твой городской лорд?» Берсерк пришел в бешенство, совсем не зная страха, поэтому у него не было никаких колебаний. Пушка изначальной энергии в левой руке была застрелена в Као. Пен, когда пуля ударила защитную духовную энергию Као, она фактически слегка отлетела. Као сердито ударил кулаком, разорвав берсерка на куски. «Ищите», — сказал Кена людям, находящимся позади. «Найдите их, даже если вам придется перевернуть город чудес с ног на голову». У этих людей была шокирующая сила, и они пронеслись сквозь весь город, словно вихрь. Те, кто сопротивлялся, были либо захвачены, либо убиты. Есть информация. Они в саду в центре города чудес. Небеса помогают мне. Глаза Као покраснели, когда он разразился смехом. Он привел несколько десятков человек, и они сразу же вышли. «Идем». Као пошел на бойню по пути. Город чудес был наполнен хаосом, солдаты-пауки нападали внутри города, солдаты крылатой расы подавляли в воздухе, и большое количество зеленых гигантов, орков и солдат лесных племен, втекающих со всех сторон, нападали на город чудес. Силы Као были слишком малы, чтобы быть окруженными большим количеством людей, а небольшие группы солдат не могли их остановить. Эти люди легко прорубили свой путь в сады чудес. Сады чудес были заполнены священными травами Комитета чудотворной торговли, это был просто большой клад. Даже если бы это увидели эксперты, они не могли не быть в шоке. Они никогда не думали, что город чудес был бы таким богатым, хотя в лесу хаоса было много ресурсов, кто не хотел перевести эти сокровища, чтобы им было легче получить свежий урожай. Хотя эти небесные и земные сокровища не были легко ослаблены, как обычные сокровища, как только они были собраны, их эффективность быстро снижалась. Наконец, происходило значительное снижение их стоимости. Как легко пересаживать эти вещи? К таким драгоценным материалам предъявлялись строгие экологические требования. Каждая из этих священных трав не просто нуждалась в технике посадки высокого уровня, они также требовали плодородной почвы и особой среды обитания. По крайней мере, в городе боевых знамен никто не мог найти такое большое поле медицины. Эти небесные и земные сокровища были очень привлекательны, но Као был потрясен не этим. Когда группа Као посмотрела в центр, они увидели маленький росток высотой около 3 футов. Эта рассада выглядела очень обыкновенно, но рассада была окружена чистым зеленым светом. Весь сад был покрыт его аурой и энергией. Он был всего 3 фута ростом, но это давало преждевременное чувство, будто он только что родился. Каждый его лист был чистого зеленого цвета, как изумруд высшего сорта. Если бы полосы на нем были увеличены в несколько тысяч раз, можно было увидеть, что это были плотно написанные врожденные руны, которые содержали жизненную силу, которая могла сформировать небо и землю. Божественный объект — это божественный объект. Хотя группа Као не знала об этом предмете, им не нужно было использовать свой мозг, чтобы почувствовать, что этот маленький саженец уже превзошел бессмертную степень. Это должен быть легендарный божественный объект, которого многие не могли найти на континенте, и это не был обычный божественный объект. Их глаза были такими красными, что они не могли краснеть еще больше. Явление Земли и неба в городе чудес было принесено этим божественным объектом. С божественным деревом там, хотя сад был полон всевозможных сокровищ, они были совершенно непривлекательными.
каково происхождение этого божественного дерева. Неважно, какое происхождение он имел, возможно, даже если все вещи в саду будут сложены вместе, их ценность не могла бы быть сравнена с даже веткой этого божественного дерева. Если бы они могли взять его, они бы не использовали его лично, но если бы они дали это королю зверей, какую выгоду они получили бы? Это плохо. Здесь плохие люди. Цветочные феи только что закончили прорастать древнее древо жизни, но у них даже не было времени быть счастливыми, потому что они почувствовали убийственное намерение и жадность. Хотя они были истощены, они все еще быстро двигались, чтобы защитить древо жизни. Возможно, в этом мире не будет второго древа жизни. Они должны были охранять древо жизни, несмотря ни на что Чутянь, Мэн Цинву, Мэн Ин и Нангунь Юнь, хотя они были немного истощены, их условия были лучше, чем раньше, потому что они впитали ауру древа жизни. Совершенствование этих 4 человек явно возросло. Чутянь достиг пика 2-го уровня истинного духа, сестры Мэн достигли 2-го уровня истинного духа, а Нангунь Юнь непосредственно достигла пика 3-го уровня истинных духов. Это было так, только потому что они закрыли свои меридианы, чтобы не впитать слишком много энергии дерева жизни. Городской лорд Као посмотрел на Чутяня и Мэн Цинву на расстоянии и увидел одежды городского лорда, которые они носили. На его лице появилось еще более восторженное выражение. Это действительно неожиданный урожай. Мэнин крепко сжала кулак и крикнула: не думай, что мы тебя боимся. Видите ли вы это дерево, это древо жизни, оно может даже сравниться с древними богами. Как только он активирован, он может превратить вас, маленьких картошек, в ничто за считанные минуты. Хотя она пыталась блефовать и выглядеть жесткой, Мэнин выглядела скорее как маленький белый кролик в когтях волка. Так это древнее древо жизни. Древнее древо жизни — это не то, что может убивать. Као показал зловещую улыбку, не говоря уже о том, какую силу может иметь недавно рожденное древо жизни. Когда он сказал это, Као выпустил огненно-красную духовную энергию вокруг себя, которая обвивала его тело, как дракон. Его совершенствование в 8-м уровне истинного духа было полностью освобождено, и когда сильное давление ударило их, оно почти заставило их перестать дышать. Слишком сильный, даже если бы они работали вместе, было бы трудно заблокировать даже один удар. Когда город чудес все еще был зеленым городом, было несколько экспертов преобразования души. Например, уже мертвый епископ зеленой религии, лич из религии нежити или пророк Йода из друидов. Йода еще не вернулся из Великого Джоу. Город чудес не мог никого из них победить. Чутянь быстро поднял руку и сказал: «Помедленнее, возможно, мы все еще сможем обсудить это». «Тянешь время». Городской лорд Као с холодной улыбкой сказал: «Это бессмысленно, город чудес обречен на падение. Даже если Вечный лес захочет послать подкрепление, они не успеют вовремя. Если вы покалечите свое совершенствование сейчас и последуете за этим городским лордом, я могу пообещать вам жизнь в изобилии». Чутянь пожал плечами. «Вы действительно не знаете, как вести переговоры». Это не переговоры. С ревом от Као он выпустил все свои силы. Ему не нравились напрасные слова. Сначала он покалечит этих людей. Но в это время, с мыслью Чутяня, 18 божественных слуг, ожидающих в засаде поблизости, выскочили и атаковали Као одновременно. Као был немного ошеломлен, но эта засада была бесполезной. Кена и другие эксперты не были бесполезны. Почти в одно мгновение. Божественные слуги были посланы в полет, как разбитые марионетки. Као был окружен мощной энергией, когда он мгновенно преодолел звуковой барьер, бросаясь вперед быстрее скорости света. Лица сестер Мэн и Нангунь Юнь упали. Это плохо в этот критический момент. Чутянь прищурился. «Ты действительно думаешь, что можешь убить меня?» Внезапно из пустоты появилось темное облако, и вспыхнуло большое количество молний. В мире появилась древняя и глубокая аура. Чутянь не пошел ни на какие уступки, когда столкнулся с этим сильным противником, скорее он взял инициативу в атаке. Глава 490. Ожесточенная битва в саду. Мэн Цинву сжала брови. Чутянь собирался использовать свой основной источник духа. Хотя этот исходный дух мог значительно увеличить силу Чутяня, было много рисков в использовании этого исходного духа. Если бы он не был вынужден, Чутянь никогда бы не раскрыл эту силу. Руки Као выдвинулись вперед. Несколько энергетических лучей атаковали Чутяня. Эта атака была достаточно сильной, чтобы уничтожить защитную духовную энергию культиватора преобразования души. Мэн Ин и Нангунь Юнь стояли вне зоны атаки, но они все еще чувствовали мощную разрушительную мощь этой атаки. «Будь осторожен». У них двоих даже не было шанса выкрикнуть предупреждение, поскольку десятки лучей поразили Чутяня.
Као не хотел убивать Чутеня, поэтому он не напал на жизненно важное место. Когда несколько десятков энергетических лучей собирались поразить Чутеня, они разделились на миллионы фрагментов, и каждый фрагмент был направлен на меридиан или точку акупунктуры Чутеня. «Он хочет покалечить мои меридианы», Чутянь холодно рассмеялся, когда его глаза потемнели. Это был необычный черный цвет, это был пик черного цвета, такой же темный, как черная дыра. Осколки вошли в его тело, подобно глиняным комкам, падающими в океан, все исчезли без звука. Као слегка приподнял брови, снова отправляя энергию, на этот раз прямо атакуя на Чутеня. Хотя часть энергии была поглощена, энергия Као была слишком сильной, и большая часть все еще падала на Чутеня. В конце концов, слой звездного света вокруг Чутеня был разрушен. Чутянь не остановился и бросился вперед. Меч почернел. Когда он послал шокирующую атаку, вокруг Као появилось несколько сотен энергетических лучей, которые легко отразили этот разрушительный удар, прежде чем его ладони снова толкнули Чутеня в грудь. Защитная энергия звездного света Чутеня была уничтожена, и он был немедленно отправлен на несколько футов. Он отправился в воздух из энергии Као и врезался в землю, создав большую дыру в земле. Чутянь был только на пике 2-го уровня истинного духа, а Као был экспертом на 8-м уровне истинного духа. Взяв по 3 уровня от них обоих, это было целых 6 уровней совершенствования. Это не было чем-то, что можно было бы компенсировать техникой или навыками совершенствования. Это ошеломило людей. Чутянь был отброшен после столкновения с Као на несколько ходов, Чутянь вскочил и встал. По крайней мере, 7-8 его костей были сломаны, и его внутренние повреждения не были легкими. Его глаза стали зелеными, и изобилие жизненной силы наполнило его тело, помогая быстрому заживлению ран. Что это за источник духа, Као был полон недоверия. Чутянь использовал много видов энергии, и каждая из них не была слабой. Прямо сейчас он даже использовал жизненную энергию. Сила Чутяня резонировала с древним древом жизни, и окружающая энергия была собрана с невероятной скоростью. Чутянь выздоровел в мгновение Эйка, не оставив ни единого следа. Чутянь, используя жизненную энергию своего основного источника, мог втянуть в свое тело жизненную энергию древнего древа жизни. Пока у него был один вдох, он мог быстро восстановиться. У тебя действительно есть неожиданные навыки. Городской лорд Као не был обычным человеком, и он быстро подавил шок в своем сердце. Его сила снова взорвалась и обернулась вокруг него более чем сотней энергетических цепей. Жаль, что я хочу только послушную собаку, а не собаку, которая может превратиться в волка в любой момент. Быстро, слишком быстро, городской лорд Као собрал свои энергетические цепи на правую руку. Он пробил звуковой барьер и был в несколько раз быстрее, чем звуковые тени, когда он бросился вперед. Божественное чувство лампы разума было выпущено, глаза Чутяня неосознанно побелели. У него, чье божественное чувство не было слабым, после того, как оно было усилено его основным источником духа, стало в несколько раз сильнее. Его божественное чувство превратилось в бесчисленные духовные шипы, духовная атака не учитывала расстояние. Поэтому этот вид атаки был мгновенным. Когда городской лорд Као собирался выпустить атаку, он почувствовал, как несколько дюжин шипов вошли в его разум, создавая сильную боль в его разуме. Из-за этого его скорость замедлилась в несколько раз. В это время золотые глаза Чутяня испустили сильный свет, бесконечное чистилище. Небо и земля рухнули, когда Као упал в бесконечную пропасть. Духовная энергия охватила все его ощущения, прежде чем он, наконец, упал в темный мир смерти под водой. Као чувствовал себя так, словно вошел в пропасть, глубина которой была десятки тысяч метров. Было невероятное давление со всех сторон, он не мог дышать или двигаться. У городского лорда Као было удушье. В это время вокруг него появились бесчисленные рыбки размером с большой палец. Эти рыбы были как жестокие пираньи, которые почуяли запах еды, поскольку все они дико нападали на городского лорда Као. Они пили его кровь, ели его мясо и даже грызли его дух. «Проваливайте». Городской лорд Као взревел. Был воздушный пузырь, который взорвался в воде. Эта ужасающая сила превратила всех этих кровожадных рыбок в пепел. Но это было бесполезно. Городской лорд Као почувствовал, что окружающее давление усиливается, когда из темноты появляются все более кровожадные пираньи. Городской лорд Као снова разорвал их на части, и через 3-4 раза он начал чувствовать себя очень уставшим и, наконец, не смог сопротивляться. Бесчисленные кровожадные пираньи снова вышли вперед. Плоть Као была разорвана на части, и в брюшную полость попала рыба, которая ела его внутренние органы, даже кусала кости и высасывала костный мозг. Эта боль превосходила любое наказание в этом мире. Наконец, тело лорда Као было полностью съедено, сознание Као не исчезло. После этой сильной боли он снова мог чувствовать свое тело, но на этот раз у него было 2 тела.
Давление бесконечного морского дна не позволяло ему двигаться, и ощущение удушья удвоилось. Два его тела снова были окружены бесчисленными кровожадными рыбками. Духовная атака — это духовная атака. Разум Као проснулся, он знал, что впал в духовную иллюзию. Такая атака не нанесет вреда его физическому телу, но напрямую атакует его разум. Это было так ужасно, и люди не могли защититься от этого. Все, что он видел и чувствовал сейчас, было иллюзией, от которой он не мог убежать. Эта боль и страдания были фальшивыми, но они могли разрушить волю человека. Когда бесчисленное количество маленьких рыбок собиралось снова броситься вперед, окружающее давление исчезло, и два тела стали одним. Свирепая рыба вокруг него исчезла без следа. Као неожиданно вернулся в реальный мир. Чутянь был отброшен молнией на несколько метров назад, упав в бесчисленные драгоценные травы. После того, как Као пришел в себя, он послал еще одну атаку и отправил Чутянь в полет на расстоянии более 100 метров. Более 100 бесценных трав были уничтожены, когда он упал. Этот удар молнии пришел от Кена. Когда Као впал в духовную атаку, он решительно напал на Чутяня. Кена был также экспертом преобразования души, находясь в 7-м слое истинного духа, что уже было достаточно, чтобы пробить защиту бессмертного тела звездного света, которую имел Чутянь. Это слишком жалко. Бесконечное чистилище было невероятно сильной духовной атакой, потому что течение времени было совершенно другим в духовном мире по сравнению с реальным миром. За то время, которое понадобилось эксперту, чтобы сделать ход, Чутянь мог убивать их несколько тысяч раз в мире иллюзий, полностью разрушая их разум, превращая их в сумасшедших или умственно отсталых. Когда Малим из Королевства Гончих преследовал его по степям, Чутянь использовал этот ход. Хотя была большая разница в силе, этого было почти достаточно, чтобы Малим потерял свою боевую силу. Ситуация сейчас была намного сложнее. Разница между Чутянем и Као намного превосходила разницу, которую он имел с Малимом, и дух Као не был слабым. Чутянь едва мог заставить его впасть в эту иллюзию, поэтому она не могла продлиться долго. Атака прекратилась, как только он понял, что это иллюзия. Пока Чутянь летел. Жизненная энергия собиралась и быстро лечила его травмы. Он летел с силой атаки, и когда он твердо упал, казалось, что он вообще не пострадал. Поистине невероятная духовная энергия. Похвалил Као, и его глаза наполнились яростью. Если бы не было смысла держать Чутяня в живых, он бы уже убил его. Есть ли у тебя какие-либо другие трюки? Раны Чутяня были излечены древним древом жизни, но его духовная энергия не могла быть восстановлена. Чутянь почувствовал волну головокружения. Похоже, он не мог продолжать в таком же темпе. Если бы это был только Као, Чутянь мог бы справиться с ним своим основным источником, но текущая проблема заключалась в том, что у Као было несколько экспертов с ним. «Большой брат Чутянь, мы можем помочь». Лулу и цветочные феи выпустили энергию сущности, и эта энергия сущности имела тот же эффект, что и пилюли. Потраченная духовная энергия Чутяня и божественное чувство быстро восстановились. Цветочные феи действительно были универсальными помощниками. Као уже потерял терпение. Поймайте его живым и убейте остальных. Сердце сестер Мэн и Нангунь Юнь похолодели. У Чутяня и у них были транспортные свитки, и они могли отступить в Великую Летнюю страну или в Великую страну Джоу, если не смогли бы больше продержаться. Но как насчет цветочных фей? У цветочных фей не было никакой боевой силы, они наверняка были бы уничтожены Као, аура Као уже взорвалась. Мэн Цинву решительно сказала: «Ин, уведи Лулу и остальных прочь. Быстро покиньте это место». Мэн Ин даже не успела двинуться, когда Као, Кена и другие атаковали. Чутянь быстро управлял 18 божественными слугами и быстро пытался остановить их. «Защитите их». 18 божественных слуг были снова посланы в полет, как разбитые марионетки. Чутянь блокировал атаку Као, но был поражен молнией Кена. Он был атакован сильными атаками 4-5 экспертов и тотчас же снова получил тяжелые ранения. Не дайте ему снова выздороветь, покалечьте его. Као накопил свою силу в правой руке и послал ладонь на Дантянь Чутяня. Когда эта атака поразит Чутяня, она рассеет большую часть его совершенствования. Это плохо, это был самый критический момент. Зеленая лоза высунулась из земли, как зеленый питон толщиной с руку. Это было очень быстро, и он закрутился, прекрасно связав руку Као. Культивация Као была высокой, не говоря уже о маленькой лозе. Даже 10 очищенных железных цепей не смогли бы его остановить, но одной лозы было достаточно, чтобы без усилий остановить атаку Као. Чутянь воспользовался этим шансом использовать пространственную энергию, и он появился в 100 метрах, возвращаясь к стороне молодой мисс Ин. Нангунь Юнь быстро спросила: «Босс, ты в порядке?» «Расслабься, я в порядке». Чутянь втянул жизненную энергию в свое тело, и все его повреждения были мгновенно излечены.
Он медленно отозвал свой исходный дух. Не нужно беспокоиться, город чудес уже спасен. О чем ты говоришь? Као сломал виноградную лозу другой ладонью, но его лицо стало серьезным. Откуда взялся этот эксперт? Вы действительно разрушили доброе дело этого городского лорда.